Всем привет! С вами канал Аудиофонд. Сегодня на столе у меня Nex 5N. Это основная моя камера, которой я пользуюсь при записи своих роликов. Сейчас записываю на другой фотоаппарат, потому что нужно показать, соответственно, на действующем фотоаппарате то, о чем хочу рассказать в этом видео. Так или иначе, тема связана с аудио, потому что вопрос касательно подключения микрофона к Nex 5N. Это достаточно старая камера, их много на рынке. То есть в свое время данный фотоаппарат был революционным в том плане, что это был первый такой фотоаппарат в таком форм-факторе с большой APS-C матрицей, с возможностью установки сменных объективов, записью видео, большой чувствительностью, но при этом в форм-факторе как бы мыльницы. То есть в принципе этот фотоаппарат до сих пор очень хорош, мне он очень нравится, он маленький, компактный, его можно брать с собой в походы, он не прожорлив. И вообще, то есть этот фотоаппарат в принципе хорош. Да, сейчас уже есть целая линейка более современных фотоаппаратов у Sony, но они уже стоят совсем других денег. Когда мне понадобилось уже снимать более-менее серьезное видео, то есть переходить с телефона на что-то покрупнее, я выбрал именно Nex 5N, который вы видите перед собой. Их на рынке в принципе было тогда достаточно много, да и сейчас есть, и цена у них была доступная, более-менее мне доступная. Вот. Ну, привлекало, понятно, что возможность записи видео, то, что он компактный, и то, что можно было устанавливать мануальную оптику. То есть первое время я писал практически все на советские объективы, и уже позже только у меня появились какие-то более-менее автофокусные объективы на эту систему. Это немножко отступление. Скажу лишь, что многие до сих пор пишут видео на эти камеры. Они неприхотливые, скажем так, они удобные. Да, есть некоторые ограничения, они перегреваются и так далее, но если на эту камеру навесить, скажем так, навесное оборудование в виде клетки, в виде экрана, в виде микрофона, то для съемки каких-то футажей, каких-то роликов неспешных и так далее, это очень неплохая камера. Да, есть Alpha 5400 и так далее, которые лучше, там есть луты и так далее, но это уже другой уровень, опять же. Повторюсь. Итак, что самое неприятное, то, чего мне не хватало в этой камере? В этой камере не было входа под микрофон. То есть в этой камере есть два микрофончика сверху, достаточно хороших. И если вы снимаете что-то там со стола, как я часто делал в первых роликах, то это очень хороший вариант. То есть эти микрофоны, то есть два микрофона стерео, снимают звук, когда находишься сверху, да, над ними, очень и очень хорошо. Единственный момент, их нужно перекрывать поролонками, вот здесь и вот здесь, да, то есть какие-то ушки такие приклеивать из поролона, чтобы не было звуков п, х, ч, да, то есть такой поп-фильтр некоторый. В остальном все неплохо. Но как только дело касалось записи видео, соответственно, себя или сбоку, то мы уже не можем пользоваться этими микрофонами, потому что они записывают помещение, да, и нам нужен внешний микрофон. Понятно, что первым делом я прикупил себе петличку. Но, соответственно, эту петличку подключить к этой камере напрямую нельзя, потому что сбоку у нас есть всего лишь два разъема, HDMI и USB, и нет стандартного разъема под микрофон 3,5 мм. Да? И первое время я записывал, соответственно, на камеру и телефон. То есть на телефоне включал я диктофон, подключал петличку и потом все это синхронизировал по хлопку. Да? Но это очень-очень много заморочек, потому что когда вы пишете какое-то большое видео, у вас там 22 отрезка, и нужно обязательно не забыть включить везде запись, а потом в этом всем еще разбираться, потому что они, в общем-то, в диктофоне именуются, ну, по дате, да, то есть плюс из-за того, что вы в диктофон обычно чуть позже включаете, либо чуть раньше, у вас все равно рассинхрон есть, вы путаетесь, и часто у меня бывало, что я просто забывал включить диктофон, и из-за этого терял какой-то дубль, да, или еще что-то. В общем, это крайне неудобно, и для того, чтобы снимать более оперативно, более качественно, все-таки желательно, конечно, писать звук как-то на один источник в камеру. В принципе, меня устраивает то качество звука, которое пишет именно Sony Nex. Не знаю, кстати, как сейчас звук у меня записывается, насколько хорошо, потому что другой фотоаппарат используется, тоже Sony, только более старший брат, старшая модель, A65, у нее на борту, кстати, есть разъем. Так вот.
нужно было подключить микрофон. Изучив аксессуары, доступные для Sony Nex, я обнаружил, что помимо вспышки и видоискателя, для этой тушки был внешний микрофон. То есть у нас здесь сверху есть разъем. Вот здесь называется это смарт разъем, то есть проприетарный соневский разъем, в который можно вставлять разные аксессуары. То есть изначально тушка выглядит вот таким образом. И получается, сюда можно поставить вспышку, видоискатель и микрофончик. Так вот, есть комплектный микрофон, но найти его очень сложно, и стоит он каких-то баснословных денег, то есть до сих пор он очень дорогой. Из чего я сделал вывод, что, соответственно, на эту тушку можно каким-то образом подключить внешний микрофон, внешний разъем, где-то он на этом разъеме разведен, и как-то нужно все это дело подсобрать. Покопавшись в интернете, я нашел, соответственно, похожие темы на форумах. Нашел русское видео, где мужчина собирает, соответственно, подобный переходник, то есть он там и наматывает ответный разъем вот сюда и подключает внешний микрофон. Все это меня натолкнуло на то, что пора бы повторить всю эту историю, и я, собственно, это и сделал. Итак, на одном из зарубежных форумов была найдена вот такая схема. Здесь мы видим, соответственно, пиновку смарт-разъема и можем увидеть, какие здесь есть логические либо аналоговые входы-выходы. Здесь есть входы под микрофон и под вспышку. Под микрофон, причем стерео, под левый и правый. И другие всякие разъемы, SPI шина для управления вспышкой и так далее. В данном случае на схеме вы можете увидеть вот здесь чип, да, и какие-то дополнительные разъемы. Но нас сейчас это не интересует, нас интересует именно, соответственно, разъем. Итак, у нас есть вход mic left, mic right, то есть для левого и правого микрофонов, и аналоговая земля. Что нам и нужно? Вот, помимо этого нужно знать, что, то есть этот разъем универсальный, то есть и тушка сама умеет определять, что сейчас к ней подключено, как здесь это реализовано. В данном случае у нас есть два пина ID, это, соответственно, 2 бита, то есть идентификатор, который нам позволяет подключить определенное количество аксессуаров. То есть каким образом определяется аксессуар? Аксессуар определяется по сопротивлениям, установленным на эту линию относительно земли. То есть в данном случае вот это, видимо, вспышка. Здесь стоит два сопротивления по 100 кОм, и таким образом, когда вы подключаете разъем к Nex, он по этим сопротивлениям понимает, что подключена именно вспышка и начинает работать по цифровой шине, и при этом входы микрофонов, насколько я понимаю, не должны работать. По крайней мере, когда я экспериментировал с первым вариантом переходника, то есть при неправильной установке этих сопротивлений, то есть у нас не работает микрофон, но при этом тушка ругается, например, что не может определить видоискатель, либо не может определить вспышку, то есть там появляется сообщение, уведомление. Итак, первым переходником, который мне, в принципе, служил достаточно долго, но выглядел крайне страшно, был вот такой переходничок. Это был как раз-таки вот тестовый вариант, который я собрал после вот прочтения этих форумов, просмотра видео. В том видео, которое есть на YouTube про разъем микрофона на Nex 5, там мужчина берет текстолит и наматывает определенного сечения проволокой шаг, получается, разъема, и потом к нему припаивается. Очень такая, скажем так, реализация, сложная, скажем так. Я все-таки решил это сделать на тот момент немножко понадежнее, потому что, микрофон, если вдруг случайно отойдет, вы опять же теряете дубли. Мне нужно было что-то более надежное и стабильное. Да? То есть, соответственно, в чем вообще вся проблема? Проблема в том, что вот этот разъем, он проприетарный, то есть это не какой-то там стандартный разъем, это прям какой-то вот особый разъем, по крайней мере, я вот не находил под них ответных частей. То есть ответную часть можно только снять с какого-то аксессуара. Кстати, я это позже и сделал, уже во второй версии. Сейчас просто расскажу про первую версию, когда я еще не добрался до этого момента. Вот это первая версия. С чего она сделана? Соответственно, я нашел шлейф от какой-то запчасти, вот не помню, по-моему, с телефона. Он был, понятно, шире, но тут важен какой момент, тут был важен шаг.
То есть шаг совпадал с тем, которым был нужен мне, и, соответственно, у шлейфа было продолжение, в котором можно было там впаяться в разных точках. То есть я его подрезал по ширине. Он был очень тонкий, поэтому мне еще пришлось его по толщине, соответственно, подкладывать под него определенной толщины текстолит, чтобы он не болтался в разъеме, то есть клеить. Да? То есть вот верхняя часть — это шлейф, который приклеен на текстолит. И, соответственно, на нужные пины, которые указаны в схеме, я припаял все нужные проводочки. То есть вот видно эти два сопротивления. По-моему, здесь 460 килоом и 120 или 150, но мы сейчас замеряем уже. И вот аудиоразъем, то есть там левый и правый контакты соединены, потому что петличка моно, да, и все, он был установлен здесь. Все это было залито термоклеем, была вот еще такая крышечка. Вот, все это вставлялось сверху, оно никаким образом не крепилось, оно просто вот вставляешь, и оно держалось за счет, скажем так, точно подогнанного размера. То есть ширину, вот глубину нужно было надфилем подгонять определенно, чтобы вот все точно стояло. И в принципе вот эта конструкция служила достаточно долгое время, без всяких проблем. Сейчас покажу. Вот, и как-то это выглядело вот таким образом, то есть у нас вот здесь разъем был. И все это работало. Минусы какие, да, то есть если вот так вот подвигать, все это шевелилось, соответственно, ну и могло каким-то образом отойти. В принципе, это и произошло. Через какое-то время, не то что даже отошло, я его случайно сломал. То есть ввиду того, что он был такой высокий, я снимал камеру и сломал вот эту подложку из текстолита. И уже позже, заменив ее даже на новую, то есть ничего не заработало, потому что, видимо, еще и порвал где-то я сам вот этот шлейф. То есть вот такой способ, он рабочий. Но, соответственно, все равно он достаточно неудобный, его нужно вот найти шлейф подходящий, потом к этому шлейфу еще надо, чтобы повезло, чтобы на нем были точки, чтобы можно было подпаяться проводами. Работа это очень мелкая, ну, как вы видели, там шаг крайне вот такой мелкий, то есть там прям на грани. После этого всего, то есть у меня перестал работать микрофон, и я не смог записывать видео. Столкнувшись с этой проблемой, я решил сделать все уже по-нормальному. То есть вот это мы выбрасываем. Следующий вариант, максимально надежный, который я хотел, чтобы разъем прикручивался. То есть, чтобы он прям устанавливался на камеру жестко. И именно сейчас этот вариант у меня и реализован. То есть, как я уже упоминал, вот сейчас можно увидеть, получился по итогу вот такой интерфейс, скажем так, да, то есть вот этот проприетарный разъем, вот у нас есть, здесь у нас есть винт, который прикручивает этот разъем, и сбоку у нас, как вы видите, 3,5 мм вход под, соответственно, микрофон. Это уже готовое изделие. Значит, разъем, как я уже говорил, купить его нельзя, то есть его можно только снять с чего-то. Откуда снят этот разъем? В комплекте с этим фотоаппаратом всегда шла вот такая вспышка. Это от нее, вернее, корпус остался, да, то есть она из себя представляла, соответственно, вот этот разъем, вот так это все было соединено, и она вот так вот двигалась. И здесь еще вспышка была. Внутри, соответственно, была схема, конденсатор там и так далее. И на моей практике это, наверное, максимально бесполезный аксессуар, потому что Nex сам по себе очень чувствительная у него матрица. И вот я помню, первое время очень мне нравилось фотографировать вечерние снимки с рук или со штатива, потому что, ну, вспышка убивает весь объем в кадре, а именно нормальная чувствительность матрицы позволяла фотографировать даже с рук ночью. Поэтому вспышка, в принципе, она здесь как бы вообще не нужна. Она у меня всегда валялась где-то, ну, просто как аксессуар, который был в комплекте, его положили. И сейчас, если посмотреть большинство объявлений этого фотоаппарата, вы увидите, что вспышки обычно в комплекте и отдаются с этим фотоаппаратом. То есть, но иногда их изредка продают, в принципе, тоже за деньги, более-менее адекватно. Так вот, соответственно, было принято решение изъять разъем из этой вспышки, то есть вспышка была разобрана, разъем был нагло отрезан, отпаян. Вот. И после этого у меня появился разъем и вот эта пластиковая часть с винтиком. И именно под вот эту ответную пластиковую часть от вспышки я разводил первую версию платы, соответственно, под установку родного разъема. То есть выглядит она вот таким образом. То есть здесь учтены все изгибы корпуса, высота и так далее. Вот в этом корпусе нужно там чуть-чуть еще надфилем подточить посадочное гнездо, сбоку пропил сделать. А так, в принципе, здесь все как бы устанавливается строго в этот корпус.
Внутри, соответственно, здесь сейчас собрана точно такая же схема. Здесь у нас разъем 3,5 мм, с левой стороны у нас два сопротивления, 460 кОм и, по-моему, 120 или 150, то есть как раз таки, которые определяют. И здесь вот есть у нас гребеночка, вот можно увидеть, в которой появится вот этот разъем. То есть в данном случае вот эта конструкция, это разъем, плюс вот такая платка, плюс вот эта часть пластиковая от вспышки и разъем 3,5 мм. Да, вот он установлен. Все, и по итогу у нас получается полностью рабочий аксессуар. Это максимально удобная версия. Почему я считаю, что максимально удобная? Потому что ее можно прикрутить. То есть она устанавливается абсолютно как все оригинальные аксессуары. То есть мы ее устанавливаем вот сюда, прикручиваем, и она здесь стоит как влитая, потому что это как бы родной разъем, родное крепление, и у нас только добавлен сбоку вот этот разъемчик 3,5 мм. Да, и у нас, в принципе, начинает работать микрофон. Здесь же я предусмотрел на этой платке перемычку. То есть можно соединять либо в монорежиме, да, чтобы два канала соединялись в один, либо, если разъединить, у нас будет возможность подключать либо два микрофона, да, либо стереомикрофон. Это, я считаю, тоже хорошо. Важный момент, да, то есть на этой камере работает автоматическая регулировка уровня записи, и она никаким образом не отключается. Что это значит? Когда я молчу, либо тихо говорю, камера повышает чувствительность. Когда громко говорю, она занижает чувствительность. То есть, если просто молчать, она будет максимально повысить чувствительность, будет слушать всю комнату, либо появится шум. Это минус. То есть, нет возможности установки вот одного уровня, да, чтобы был идеальный там звук. Но, в принципе, для разговорных видео это не такая большая проблема, а возможно даже плюс, потому что, когда ты тихо говоришь, нет такой проблемы, что чего-то не слышно. Да? Но про это нужно помнить. Также сюда требуется уже усиленный микрофонный сигнал. Если подключить обычную петличку сюда, то ничего нормально работать не будет. То есть не будет хватать мощности звука, то есть нужен еще как бы усилитель. Я думал собирать этот усилитель самому на этой же плате, но та петличка, которую я себе купил еще в первое время, это петличка Боя, многие ее знают, это недорогая, хорошая петля, то есть в ней уже есть усилитель, он собран в этом корпусе, и, соответственно, мы включаем усилитель в петличке Боя, и у нас все замечательно начинает работать с Nex'ами. И Nex у нас приобретает микрофонный интерфейс, тот, который не был заложен с завода почему-то, да, ввиду каких-то экономических соображений, они решили продавать этот аксессуар отдельно. Вот, это первый вариант, который я реализовал. То есть это прям вот готовый аксессуар, то есть который добавляет микрофонный вход. Смотрите, я под видео приложу файлы со Sprint Layout, да, которые будут с уже вот этой выверенной, разведенной платкой. Плату я эту разводил за вечер, было много вариантов. В общем, достаточно было сложно, потому что нужно было вот этот каждый миллиметр выверить, каждый шаг, все вот эти изгибы, чтобы все максимально встало так, как надо, да, потому что у нас привязка к определенному типу разъема. Да. Поэтому я решил труд этот облегчить тем, кто решит повторить, да, и чтобы уже была готовая платка, вы ее могли изготовить. Значит, почему я говорю, что есть два варианта? Потому что первый вариант — это когда у вас есть вспышка, да, и вы можете демонтировать разъем, изготовить вот такую платку. Она изготавливается из определенной толщины текстолита. Мы сейчас, наверное, померяем, я скажу, какая здесь толщина. И вот получится у вас вот такой, да, переходник. Но если вдруг у вас нет этого разъема, то есть нет вспышки там, либо еще чего-то, откуда можно это снять, то проблема, да, то есть что делать? Найти его вы нигде не сможете, то есть вам нужно либо аксессуар покупать, а его может либо не быть, либо он, например, слишком дорогой. То есть я тогда подумал, а почему бы не сделать сразу платку, которая и будет разъемом. И получился вот такой аксессуар. Показываю, то есть вот с разъемом. И вот ответная часть, да, которая добавляется к разъему. А вот платка, которая как бы повторяет шаг разъема, все изгибы нужные. Здесь длина, ширина, все выверено так, чтобы все это тоже устанавливалось на камеру. Да, единственный минус, да, у нас нет вот этого
винта, который прикрутит, скажем так, этот разъем и закрепит. Но, в принципе, опять же, я рассчитывал, когда вот эту платку, я рассчитывал так, чтобы она становилась в корпус максимально правильно, да, и никаких проблем не было. Здесь можно увидеть уже полноценное устройство платы, да, то есть пины, слева вот эти два сопротивления, 150 и 460, и, соответственно, вот разъем с установленной перемычкой. Этот вариант переходника устанавливается, соответственно, вот таким образом, то есть он просто устанавливается в разъем. Вот я сейчас вставил, и как вы видите, во-первых, он не имеет той проблемы, которая у меня была у первой версии, то есть он не ходит влево-право, потому что он низ. Есть вот такой ход, но это изгиб самого текстолита, потому что текстолит здесь определенной толщины, чтобы нормально входить в этот разъем. У него нет входа лево-право, он максимально точно стоит, и у него, ну, как бы, перекосов ничего нет. Вот этот разъем тоже хорошо работает, то есть выглядит он на камере вот таким образом. То есть сейчас он установлен, и плата здесь специально так разведена, чтобы он лежал на корпусе. Сейчас я покажу. То есть если вот посмотреть с этой стороны, то есть вы видите, вот сам разъем и сама нижняя часть платы, она опирается на корпус, тем самым как бы тоже добавляя жесткости этой всей конструкции. И выглядит он, как вы видите, точно так же, как и вариант с разъемом проприетарным, да, то есть принцип как бы тот же самый. То есть это второй способ получить микрофонный разъем на Sony Nex 5N без всяких проблем. Единственное, что могу сказать, я вот не помню, по-моему, на Nex 5 на всех это будет работать, на Nex 6 это уже не работает, там нет, по-моему, этого разъема. То есть, ну, я говорю сейчас точно, что это работает на Sony Nex 5. На моей, да, и на пятерках, скорее всего, на всех. За тройку не подскажу, потому что тройка, в принципе, она вроде как такая же. То есть, что по итогу? У нас есть два варианта плат. Вот такой вариант. Вот такой вариант. То есть, с уже разведенным разъемом. И вариант под установку разъема вспышки, скажем так. Оба эти варианты рабочие, проверенные, то есть реализованные. И сейчас во всех моих видео, которые вы видите, я звук пишу именно таким образом, голоса, да, то есть петличка боя, подключенная через вот такой переходник в Nex 5N. Файлы с print layout с вот этими платками я приложу к видео. Что нужно знать по изготовлению? То есть, соответственно, толщину. Давайте померяем толщину. По этому штангенциркулю это 0,4-0,5 мм. Да, то есть это очень тонкий текстолит, он гнется. И в принципе вот эта форма, которую вы видите, она вырезается ножницами. Далее по изготовлению что нужно знать? Вот эти платки я изготовил LUT технологией, то есть лазерно-утюжным способом. Травить нужно аккуратно, потому что вот этот шаг, это в принципе шаг вот этого разъема, это минимальный доступный шаг, который, наверное, можно на луте получить. В принципе, в Sprint Layout посмотрите там толщину этих проводников, они, по-моему, 0,2 мил, очень они тонкие. То есть травить нужно неспешно и следить постоянно, именно поэтому вот здесь, например, на этой плате, вот можно здесь вот видеть не протравы в областях, там, где нет заливки, но я это уже сделал, потому что сам разъем и дорожки были протравлены нормально, да, то есть я эти области уже не стал ждать, чтобы не допустить перетрава. Что могу сказать? Возможно, у вас будут какие-то прорехи в дорожках, да, вам главное, чтобы нужные пины были нормальные, но если что, частично дефект можно перекрыть оловом, да, если там небольшие прорехи. Соответственно, лазерно-утюжная технология, травить не спеша, и я это делал с помощью термотрансферной бумаги. За другие способы, например, просто там журнальная бумага, еще какая-то глянцевая бумага, говорить не буду. Мне кажется, будет недостаточно разрешения. Раньше я, по крайней мере, такого мелкого шага добиться с помощью глянцевой фотобумаги не мог. Термотрансферная бумага, соответственно, знаю точно, что получить этот размер можно. То есть вы видите перед собой вот эти все варианты, это рабочие варианты. То есть вот здесь тоже особо дефектов нет. Там после лужения вот эти платки тоже будут рабочие. То есть в принципе у меня там буквально 2 или 3
экземпляра были с дефектами, я их выбросил, да, то есть я сразу распечатывал штук 8, ну, потому что, в принципе, платки маленькие сами по себе, и как бы можно потом выбрать из этих 8 хотя бы 2-3 рабочих варианта. В принципе, это все, что нужно знать. Далее, 2 сопротивления нужно будет, SMD 1206, они вот здесь с края устанавливаются. Сопротивление 150 и 460 килоом, то есть, или что-то около этого, там плюс-минус 20 килоом ничего не сыграет. Если нужно будет, потом перемерю, потому что я сейчас так на память уже не помню. По-моему, 460 и 150. И точно не скажу, в каком порядке они стоят, то есть слева направо, то есть какие номиналы. То есть нужно посмотреть. Нужно посмотреть, я, может быть, потом это файл самого Sprint Layout напишу, чтобы вы не путались. Это из всяких мелких полезняшек, которые обязательно вам пригодятся, потому что я, когда вот с этим столкнулся, очень долго и упорно искал аксессуар какой-то, либо уже готовую плату, и, к сожалению, на текущий даже момент, вот на момент записи этого видео, готового варианта, кроме вот видео там, где мужчина наматывает тонким проводом на текстолите это все дело, не было. То есть, понятно, что вариант с наматыванием провода это такой вообще вариант очень ненадежный. Опять же, возможно, у человека не было возможности сделать эти платы вот таким способом. У меня эта возможность была, поэтому я это все сделал и сейчас вот делюсь с вами. Файлики прикреплю, то есть кому надо, можете адаптировать, доделывать, можете развести там сразу же усилители, если вам нужно, и так далее, и так далее. Как бы сама идея, в принципе, вам понятна, и сама сложность была именно вот в измерении вот этого шага, вот этого разъема, его, скажем так, параметров, да, то есть, когда будете изготавливать, если кто-то будет изготавливать, то есть, вы увидите, да, что здесь есть слева и справа вот такие полосочки, да, то есть, можно отрезать, оставить эти полосы и потом по месту уже надфилем подогнать ширину этого разъема, убирая слева и справа по чуть-чуть, да, чтобы разъем максимально плотно устанавливался в гнездо на камере. То есть это очень важный момент, потому что если разъем будет болтаться, то у вас, соответственно, будет пропадать звук. В принципе, все. Надеюсь, кому-то это будет полезным в 2022 году. Не знаю, сколько еще людей до сих пор пользуются этими камерами, но надеюсь, все-таки это вам пригодится. Работает эта связка очень хорошо, выглядит на камере тоже достаточно неплохо и можно использовать практически для любых целей. То есть я вот использую для записи блогов, хотя не вижу никаких проблем для того, чтобы снимать, например, какие-то интервью и так далее, и так далее. Вся суть в том, что на достаточно компактной, неплохой камере с хорошим качеством видеозаписи, да, с возможностью установки объективов, у вас появляется, в принципе, полноценный вход под микрофон. А микрофон вы уже можете подключать, соответственно, практически любой. В данном случае я использую петлички Боя, как я уже напоминаю, потому что здесь ничего не нужно уже изобретать, то есть есть предварительный усилитель и так далее. С вами был канал Аудиофонд, и в этом видео я вам рассказал про возможность добавления микрофонного входа в камеру Sony Nex 5N.